Приветствую вас, друзья. 20 июля вступают новые правила Твича. И я, когда их читал, я просто несказанно был рад. Я так ржал. Такие классные формулировки. И вот поэтому, благодаря этим правилам, Twitch лучше Ютуба. И Ютуб на это никогда, я вас говорю, никогда он на подобное не пойдет. Из-за своих бюрократических тонкостей и всяких пересудов, которые он боится. Ну, поехали! Итак, новые правила, или как они звучат на English, извините, мой English very bad, Content Classification Labels, или как на русском языке, классификационные метки материалов. Для тех, кто стримит на Твиче, они уже обратили внимание, когда он выбирает какую-нибудь игру, к примеру, какой-нибудь сталкер, там эти метки уже появились. И когда вы заходите на тот же Twitch, вы видите человеческую несправедливость, когда разные дамы какими-то непотребствами занимаются, и все у них хорошо. В том числе и из-за этого вступают эти правила. Ну давайте, кому лень читать, я вам прочитаю, и вы все поймете. А тем дамам, которые зависают на всяких площадках вебкамовских или сидят там между делом на всяких порно-сайтах, и через Twitch пытаются продвинуть свой контент, для них плохие новости. У них целевой аудитории станет меньше, но это их проблемы. Давайте мы посмотрим, что у нас сулит. Классификационные метки материалов. Стримеры вправе транслировать любой контент, который нравится их сообществу, но если он не нарушает правила сообщества. Однако часть материалов, не запрещенных правилами сообщества Twitch, все равно может не подходить определенной аудитории. В таких случаях стримеры должны использовать классификационные метки для трансляций. Стримеры обязаны использовать классификационные метки материалов, чтобы предупредить зрителей, что трансляцию, которую они хотят посмотреть, содержит определенные темы. Игры с рейтингом для взрослых, сексуальные, сексуализированные темы, наркотики, опьянение и чрезмерное употребление табака, насилие и натуралистичное изображение насилия, значительное употребление ненормативной лексики, вульгарные выражения и азартные игры. Вот от этого всего Twitch хочет оградить зрителей. И теперь вы понимаете, почему на YouTube на это никогда не пойдет? Он, во-первых, никогда напрямую вот так не скажет. Тут такие формулировки, я просто хлопаю стоя, чтобы так прямо линейно и вот сказать прям простым таким доступным языком. YouTube на такой никогда не пойдет. Он будет всяко-разно придумывать, но не скажет, хотя всем все понятно, что-то йога на YouTube, которая типа йога, да, и всякие дамы, у которых есть на всяких платформах для взрослых каналы, и они типа бикини показывают. Это все для прикрытия глаз. Все понимают, все знают, но никаких меток возрастных не вводится и не ведется. Почему? А вот потому. Мы зайдем в YouTube разоблачим. Тут, чё уж тут далеко ходить. Раз уж Twitch оказывается вдруг самая лучшая платформа, то давайте про нее поговорим и узнаем, что сулит. Ладно, с 20 числа самая лучшая платформа настанет. Пока еще такая же. Классификационные метки для стримеров. Вы можете добавлять классификационные метки к вашей трансляции на панели «Изменить данные в управлении трансляцией». И тут механика, как это делается, да, для игр и так далее и тому подобное. Классификационные метки материалов в их описании. Игра с рейтингом для взрослых. К примеру, Сталкер Тень Чернобыля, Сталкер Зов Припяти. Почему-то Аномали. Там нет меток. Я не понимаю, хотя Аномали это вроде мод. Ну да ладно. Азартные игры, то есть всякое казино, да. Насилие, натуралистичный контент, изображение насилия, всякие там шутаны, там и там Mortal Kombat какие-то, наркотики, опьянение, чрезмерное употребление табака. Чрезмерное употребление пропаганды табака, употребление марии, опьянения, алкоголя или нелегальными препаратами. То есть тут дальше будет расшифровка, чтобы всем было понятно, что такое
употребление, как бы так, сидеть, потягивать там пивко и нажаться в хлам, что ты клавиатуру заблювал, там и так далее, сексуальные темы. Материалы, которые фокусируются на сексуализированных физиологических атрибутах, действиях, темах и практиках. То есть там всякие приседания, отжимания, типа танцы, во всяких там бикини, да, и вот такая как бы тематика. Там вот эта тема с микрофоном, да, как вот эти стримершие микрофоны лижут, это вот тоже к этому относится, чтобы вы понимали, да, вот кто этим занимается, все, забывайте, как это делается. Пора уже создавать настоящий контент. Значительное употребление ненормативной лексики в вульгарных выражениях. Продолжительное многократное использование ругательных, оскорбительных, нецензурных слов, особенно в качестве регулярных речевых оборотов. То есть, если вы будете в течение стрима как сапожник ругаться, то это все вот попадает уже. А если вы там играли в каких-нибудь танках, да, втащили в одного вас, короче, там толпой забили, или в КС-ке там, блин, или тиммейты вот в доте с какими-то такими типами попали, вы им в конце катки высказали свое недовольство в цензурно-ненормативной лексике. Вот это как бы тут уместно, да. А если вы будете прям, ну, не пошла у вас как-то игра, или вы понимаете, что в этой игре все, вас понесет, это все сразу попадает под вот это. Или вы просто это как бы, у вас это подряд идет, вот эта нецензурная лексика, то есть там нецензурные обороты трехэтажные, вот такие трехэтажные, четырехэтажные, это вы трешь, мнешь туда-сюда, этого, десятого, и все, и пошло, и погнали, и у вас как в трактире, вот это вот, все, сразу метка, не поставил метку, будут наказания. Ну, вы знаете Twitch, сейчас помимо новая запретка появляется, говорю вашим языком, да, вот, поехали дальше, на метки для зрителей. Ну, тут все понятно. Те, кто сталкивался, то понимают, то, что вы заходите на такую трансляцию, там будет написано, тут сиськи-письки могут показываться в скрытой какой-то форме, тут матом ругаются, тут бухаются в хлам, тут непотребством занимаются, и будут вот такие предупреждения. Это вам сразу расшифровал вот таким простым человеческим языком. Сейчас задаваемый вопрос. Сейчас садитесь поудобнее, сейчас ржать будем все. Ну, хотя тут как бы все по делу, все правильно написано, как вот чтобы всем было понятно, чтобы как бы вот так вот не извиваться. Ответы на часто задаваемые вопросы для зрителей. Что будет с переключателем материала для взрослых в настройках трансляции? Новые классификационные метки материалов заменит переключатель материала для взрослых. В дальнейшем вы будете и должны использовать метки на ваших трансляциях, чтобы обозначить для зрителей наличие тем для взрослых. Такие метки, кстати, есть, на ютубе, но их кто ими пользуется? Вот эти дамы, про которых я говорю выше, они им пользуются? Естественно, нет, пока принудительно их не заставят, отключив монетизацию. А пока их не принуждают, они готовы вот на всем, что угодно зарабатывать, на всем, что YouTube как бы закрыл глаза. А вот тут вот будет вот это, но заработки, наверное, не пострадают. У кого-то пострадают, а кого-то зрители какие-то не попадут. Могу ли я использовать материалы, запрещенными правилам сообщества, если я обозначу их с помощью классификационных меток? Нет, запрещенные материалы к использованию относятся к запрещенным материалам, даже при использовании меток. То есть те, кто подумал, отлично, метки появятся, я могу запретку говорить и туда-сюда. Нет, ребята, нет, не радуйтесь так быстро. То, что было запрещено, оно будет запрещено. Хоть метку поставите, хоть, там, значков развесите. Нет, вы не радуйтесь так быстро. Вот, а для тех там употребляет, там, алкоголь, к примеру, там, и так далее. Вот, давайте смотреть. Я изредка употребляю, это промат, да? Ну, до алкоголя тоже даем. Я изредка употребляю в речи ненормативную лексику во время трансляции.
Мне нужно использовать метку значительного употребления нормативной лексики и вульгарных выражений. Вот, потому что, ну, все мы люди, там, тиммейты, это, там, какая-нибудь реакция, чего-нибудь испугался, да, вот это, как бы, ну, со всеми бывает, да, и у меня бывает, у вас бывает. И что это означает на практике? Нет, вы должны использовать эту метку только в тех случаях, когда вы употребляете ненормативную лексику и вульгарные выражения в течение длительного времени. В чрезмерных масштабах. На протяжении всей вашей трансляции. Однако, одно дело, кого-то в лобби, то есть, там, ты же, ну, покрыл ты кого-то в лобби матом, ну, нормально, ничего страшного. То есть, как бы, даже Twitch это одобряет. Я, конечно, нет. На Ютубе не знаю, как это. Ну, Twitch нормально. Ну, покрыл и покрыл, все норм. Мы все так делаем, да. Другое дело, изредка допускать в речи крепкое словцо или ярко отреагировать на жуткий момент в хорроре, да. Ну, так это для оборота словцо загнул. Ничего страшного, тоже нормально. Вот так вот. Вот нам расшифровали, все понятно по мату. Те, кто тут смотрел, что про мат, вот про мат вкратце так. То есть, как бы, что или сразу ставьте метку, что если думаете, блин, сейчас, ну, я в эту игру буду играть, и сейчас понесется у меня. Метку можно поставить, все понятно, всем станет. Некоторые на Ютубе тоже сразу, как бы, нету меток, но они как бы сразу предупреждают там со всеми вытекающими. Я изредка употребляю табачные изделия или пью алкоголь. Вот. Кому знакомая тема, ставьте лайки. Алкогольные напитки. И во время трансляции мне нужно использовать метку опьянения или чрезмерного употребления табака. Если вы просто подтягиваете, там, по пиву решили по пиву выпить, да, как бы, ну, так, в течение стрима, там, бутылочку, да, ну, это норм, как бы, там, ну, сигаретку выкурил, но не пропагандируешь курение, да, это вам расшифровываю. Тоже норм. А если вы бухаете в одно горло, блин, уже клавиатуру заблювали, вы уже, короче, вот такой, никакой сидите такой, из ушей дым валит, начинаете пропагандировать там курение и всякие запрещенные... Вот это уже метка, причем даже... Если пропагандировать, то можно и себе проблем нажить. То есть вы поняли, да? Как это работает. И метка в каком случае ставится, в каком не ставится. Все просто. Мера и через меры. Ну, там я не буду это читать. Это, блин, не знаю, как на это YouTube отреагирует. Что имеется в виду? Сексуальными тематиками. О, мужики здесь... Сексуальные тематики. Вот это я сейчас процитирую. Прям, блин, я давно за это топил, чтобы вот это все нахер выпиливаю, все вырезали, чтобы предупреждения все со всеми вытекающими, потому что, ну, короче, пускай сам Twitch скажет, как это правильно звучит. Под сексуальными темы попадают продолжительные или повторяющиеся поцелуи лица и объектов, подобные и необразовательные обсуждения тем, связанных с сексом и сексуальным опытом, а также материалы и поведение, которые с высокой вероятностью приведут к откровенным разговорам в чате. То есть, если вы начнете, там вас кто-то что-то в донате спросил, там парень, девушка, и вы начнете, да вот я с этой, вот я вот с тем-то, начнете всякие подробности, все, вот она метка сразу упала, и могут возникнуть с этим проблемы сразу, да? Поехали дальше. Скажем прямо, хотя многие трансляции в стиле АСМР это вот так вот. Короче, всякого на микрофон всякие звуки издает, типа там лижут некоторые девушки микрофоны и всякое вот это вот, короче, всякие звуки там издают, да, нацелены на mindfulness, еле выговорил, осознанности не имеет сексуального подтекста. Мы считаем поцелуй и облизывание микрофона подходящий под категорию сексуализированной темы.
Кроме того, многие трансляции из джакузи и бассейнов проводятся с целью привлечь внимание определенными частями тела, такими как ягодицы, пах и грудь. Они также требуют постановки меток. То есть все те дамы, у которых бассейн был вот этот вот резиновый где-то там далеко, их ходили они там ягодичными паховыми областями привлекали, чтобы побольше донатов собрать. Все, у них с 20 числа начнутся ограничения. Часть целевой у них отвалится. Но я думаю, они придумают, как они, или, не знаю, смогут они Twitch продавать. Если не смогут, то прям респект Twitch. Потому что вот это, от всего надо ограждать. Чтобы все знали, что тут происходит. Чтобы Twitch, понимаете, какая формулировка? Twitch это все прекрасно понимает. Он хочет сказать, что не надо нас держать за идиотов. Мы знаем, для чего это вы делаете, зачем это делаете. Не надо притворяться, то, что у тебя там бассейн стоит, то ты в нем даже не плаваешь, для чего ты это делаешь. Вот таким простым, открытым языком. Скажет ли что-то подобное YouTube когда-нибудь? Никогда он так не скажет. Он будет всякое там... Но нет, не будет такого никогда на YouTube. От слова совсем. Ну вы поняли, да? Дополнительные подробности, какие материалы требуют, какие не требуют, и вот руководство. Я, ссылочку оставлю, вы сможете перечитать, кому интересно, если кто-то вдруг не понял. Чем классификационные метки отличаются от тегов? Теги задают контекст для вашего канала и для вашей трансляции. Их следует менять перед началом каждой новой трансляции. Обязательно использовать тегов, но они могут помочь привлечь зрителей на вашу трансляцию. Классификационные метки материалов нужны для того, чтобы предупредить вашу аудиторию о том, что трансляция, которую они собираются посмотреть, содержит материалы, которые не предназначены для всех категорий зрителей. Зрители должны дать согласие на просмотр трансляции с классификационными метками. То есть теги могут помочь зрителей привести, а метки отпугнуть. То есть обратное, да? Что будет, если я не буду ставить правильные метки? При неверном использовании классификационных меток не будут применяться приостановка действия учетной записи. Если вы не устанавливаете верную метку на трансляцию, мы отправим вам письмо с предупреждением по электронной почте, прежде чем мы применим иные меры. Вы получите несколько предупреждений. Повторное нарушение принципов постановки классификационных меток может привести к тому, что Twitch применит метку к вашей трансляции и закрепит ее на определенное количество дней. Вот так вот. То есть вы можете забить болт и не читать это все, но это лишь означает, что правильно, Twitch прикрепит эту метку ко всем вашим стримам на определенное или неопределенное время. То есть в итоге вы потеряете еще больше денег, чем могли бы. В проигрыше будете вы. То, что вы думаете, да ладно, ну посижу я сегодня в бассейне полуголая, ну что будет? Ну, ничего страшного же. Нет, как раз Twitch. Так, понятно, записываем, не поставил. Хоп, не поставил, все, давай, месяц. Мы тебе, за тебя это все сделаем, эти метки. Хотя, я думаю, это только начало, и хотя и Twitch тут пишет, что не будет приостановки, но я думаю, это начало. Мягкое начало, а потом они будут предупреждения давать и так далее и тому подобное. Была бы какая-нибудь причина, чтобы зацепиться, а она появляется. В начале метки, потом появится какой-то пункт, то, что ты не поставил, к примеру, 3 раза метки, тебя, держи, первое предупреждение. Ну, например, вот так вот к этому идем. А что вы хотели? Демократия? Как-никак. Каждый имеет право, и каждый не имеет права. Так. Как я узнаю, как долго метки будут закреплены на моем канале? Откройте поле классификация контента
в управлении трансляцией, наведите мышь на метку, которая закреплена на вашем канале, чтобы увидеть подсказку, в которой будет указано, как долго она будет закреплена. Вот так вот. Ну и так далее, да, вот тут очень интересно, в 3 словах это как-то вот так. Можно ли будет увидеть классификационные метки материалов вот в клипах? Классификационные метки материалов будут автоматически применены. То есть и клипам, и к лучшим моментам, ко всем вот этим делам, да, все будет автоматически прикреплено. Дать свое согласие на все материалы для взрослых сразу и а не по одному. В данный момент дать согласие на все классификационные метки сразу нельзя, кроме тех случаев, когда вы даете согласие на просмотр трансляции, которые применены классификационные метки, так как вы столкнетесь с материалами, которые не ожидали увидеть на трансляции. Вот так вот. Ну и последнее. Если способ заблокировать все категории материалов, которые требуют классификационных меток, чтобы они мне не попадали на Twitch. Во, классно, мне это тоже интересно. В данный момент заблокировать все категории материалов, которые требуют классификационных меток, невозможно, но мы работаем над тем, чтобы предоставить такую возможность в будущих обновлениях. То есть, к чему это ведет? Это ведет все к тому, что в будущем пользователь, который не интересует, к примеру, женщины полуголые у бассейна или какие-нибудь там матершинники, которые там бухают, да, они поставили метки, и все, вот это просто убрало. Они будут смотреть игры, там, каких-нибудь интересных блогеров, которые рассказывают, и людей, которые создают контент. А вот эти вот все люди, вот эти вот, которые просто захламляют Twitch, которые какое-то не пойми что снимают и попадают на первых строках, они просто уйдут. Они просто возьмут и пропадут. Не скоро, после того, как доработается механизм этого внедрения. И что они будут делать? Правильно, они уйдут на другие платформы, где, возможно, они заработают, но уже другие деньги. От безвыходности они могут вернуться на те платформы, с которых они пришли, на всякие вот эти вот сайты для взрослых, откуда они пришли. Вот как-то так. Какие выводы с этого могу сделать? Twitch станется выше и лучше и круче. До такого уровня YouTube вроде бы хотел догнать Twitch, но Twitch сделал новый шаг. YouTube гораздо опаснее Twitch'а. Будем честны. Тут можно найти все, что угодно. И YouTube просто не перешагнет сам через себя. А Twitch все-таки смог сделать первый ответственный шаг. Я думаю, выводы вы для себя сделали. С вами был Андрей. Всем спасибо за внимание. Контент классификация. Контент классификация.